едем уже 1,5 часа в глэмпинг. Это что значит глэмпинг? Как по-русски глэмпинг? Экологическая деревня, в которой у нас будет свой дом и своя купель. И едем мы по дороге. По какой дороге мы едем? По Киевскому шоссе в сторону Эстонии. Поэтому мы будем недалеко от Эстонии. Город, который называется Луга. И приедем туда мы... Через сколько мы приедем, навигатор говорит? Через 2 часа мы туда приедем. Наши условия не самые комфортные, потому что здесь маленький четвероногий друг, и ему тоже очень тяжело. Поэтому в дорогу. Так как мы путешествовали с собакой, конечно, мы делали остановки. Мы останавливались, чтобы Соня чуть-чуть погуляла и попила. Ну, а также мы тоже хотели есть, поэтому остановились на заправке, чтобы купить хот-догов. И я увидела безумно вкусный чай в виде мороженого. Чай с облепихой. Нужно налить горячую воду и положить тот самый чай с кусочками фруктов и ягод. Это был безумно вкусный напиток. Такого я нигде не видела и не пробовала. Заселение на всей территории глэмпинга происходит в 4 часа. Мы приехали за полчаса до начала заселения. И нам сразу выдали ключи. Когда мы зашли в наш дом, мы увидели один большой первый этаж. И на 2-м этаже было небольшое место для нас с сестрой. Был коридор, кухня и столовая. Можно было сидеть на диване, можно было сидеть на кресле. И папе безумно понравился чайник, около которого он сейчас стоит. Это какой-то электрический чайник, который не нужно нагревать на плите. Мы с Лизой тут будем спать. Сонюшка, привет! Сонюшка, привет! Ты разрешила ей искупаться, что ли? Соня безумно любит купаться. Поэтому первым делом, как мы только заехали, она увидела озеро и сразу же нырнула в него. Но это было логично, потому что всю дорогу ей было жарко, и температура была 26-27 градусов, и светило солнце. Поэтому, конечно же, собака хочет немного охладиться, а вода была потрясающе холодная. Соня делала это несколько раз. Несколько раз она заходила в воду, ныряла в нее и выходила из нее мокрой. И, конечно же, нам нужно было ее сушить. Иногда нам помогало солнце, но иногда мы брали полотенце. А были случаи, когда мы просто не давали ей заходить в воду. А вы разве проезжали? Да, да. А что вы сегодня доезжали? Не знаю. Не видели? Не видите, не видите. Купаться не будешь. Нет. Я знаю, что Ты так хочешь.
Ты так хочешь искупнуться? Да нет, Сонь, долго будешь сушиться. Ходят, Сонюшка. Санёна, пойдем к маме. Где мама? Мама не нужна, пустите меня, семеро. Ну, помать, ты сглазила ее, блин. А потом мы решили покататься на лодках. Мой папа жил и долгое время жил и родился в деревне, поэтому он знает, как грести. Я тоже проводила все свое практически летнее время в детстве в деревне, поэтому я тоже знаю, как это делать. И мы поплыли по реке. Ты прям на них плывешь, если что. Как, Соня, нормально? Нервничаешь? Наш домик. Да, надо нам от вас отъехать. Ой, как красиво. Мы много валялись на гамаке, который был прямо на террасе, и загорали, потому что солнце было очень сильное. В день приезда мы пожарили шашлык из свинины и из индейки на мангале и ели очень много овощей. Я говорю, дожить до этой мечты, когда мы перегородку эту сделаем. И денег куча стоит. Вечером мы решили пойти и съесть десерты на террасе в ресторане глэмпинга. Мама с сестрой съели тарталетки малиновые, папа решил взять чизкейк, ну а я заказала себе медовик. Что такое? Горячее хлебануло? Малина очень холодная, звук отреагировал. Ну все, первый день закончился. Мы с сестрой сегодня будем спать на 2-м этаже. Со звездами. Мне кажется, это банный свет, смотри. Мы будем близко к звездам. А родители будут на 1-м этаже. У них большая двухспальная кровать. У нас только матрасы. И мы их соединим, будем спать вместе. Жди. О, ничего себе. Вот это туман. Вот это туман. На утро, когда мы проснулись и вышли на террасу, мы увидели очень густой туман на улице. Мы не видели ни деревьев, ни реки, ни домов, которые находились на территории глэмпинга. Ресторан находится на территории глэмпинга, недалеко от нашего дома. Мы ходили туда 3 раза. 2 раза на завтрак, и 1 раз мы, как вы помните, ели там десерты. С 9 до 9 можно есть в этом ресторане. Можно завтракать, обедать и ужинать. И сейчас мы будем завтракать. На завтрак нам принесли кашу, овсяную кашу и сырники. После завтрака мы гуляли по территории глэмпинга, и люди там катаются на велосипедах, гуляют с собаками, и, конечно же, есть очень много детских площадок. Но так как мы собачники, нам интереснее были четвероногие друзья. Мы увидели указатель, что слева находились олени, и решили посмотреть на них. Было забавно, когда мы дошли до оленей,
их никого не было на территории. Но как только мы подошли ближе к их ограде, они начали выходить. И в конце мы увидели очень-очень много оленей. Огромный. Посмотри, какие у него рога. Неудобно. Последний день мы решили взять экскурсию на ферму, которая находится на территории. Вся территория составляет 150 гектар, и 50 из них — это территория глэмпинга. То есть 100 гектаров — это для животных. Сейчас мы находимся у места, где живут козы и овцы. И, конечно же, мы их кормим овощами. Ну, всем принципам козла соответствует. Водуч, вонюч, характер скверный. И, ну, много с ним проблем. Потому что, да, ребята его водят, цепляют 2,5-метровый багор за цепь и держат его на расстоянии. На ферме также живут коровы. И одна из самых красивых и самых необычных коров увидела нашу Соню, встала и пошла ей навстречу. Я думаю, она хотела с ней познакомиться. Эти козы Идет. Все-таки надо. попадают, играют с ними, как с игрушками. Ну, то есть так. Дальше идут козы, следом коровы, вершина пищевой На цепи. Соньку смотрит. На Соню смотрит. Все, пришла, приползай. Это кто? Это кого ты мне привел? Ну, Отойди. зато чистый. Ну, да. То есть вот они вот, когда выбирают... В конюшне нас познакомили с конем, которого зовут Великодушный, но все называют его Василий. И Василий самый настоящий актер. В прямом смысле. Если вы смотрели русский фильм «Конек-горбунок», то все данные брали с этого коня. То есть компьютерная графика полностью изучала движение Василия и создавала маленького конька-горбунка. Посмотрите этот фильм, я думаю, вам он понравится. А сам Василий покорил сердца всей нашей семьи. Это потрясающий артистичный товарищ. После экскурсии нам устроили дегустацию и предложили определить, с какой стороны коровье молоко, а с какой стороны находится козье молоко. И, конечно же, творог со сметаной и разные сыры, которые дает корова, и козьи сыры. Нужно было попробовать и угадать. Все это было очень-очень-очень вкусно, и мы с удовольствием угостились такими вкусностями. На глаз. Коровье молоко содержит каротиноиды. Оно будет такое. Выходные пролетели очень быстро, и, конечно же, было очень жалко уезжать, но мы забрали с собой море впечатлений. Ай, не движу.